Всем привет! Сегодня в обзоре часы Timex. Такая вот модель на подушечке. Модель называется TW. Вот так давайте покажу. Модель называется TW2P 78900. Рекомендованная цена $165. Серия Intelligent Quartz. В коробке находится вот такая большая инструкция вот такой толщины, но это инструкция для всей серии Intelligent Quartz, соответственно, вот она вкладывается абсолютно ко всем часам. Ну и здесь можете найти просто вот flyback и так далее, то есть найти нужную вам модель. Давайте рассмотрим наши часы. Часы в металлическом корпусе из нержавеющей стали, диаметр корпуса 42 мм, толщина корпуса 12 мм, корпус сделан частично матовым, частично полированным. Кожаный ремешок. Ремешок толстый, очень качественный. Такой производит впечатление добротного и надежного. Ремешок сделан из 4 слоев кожи. Натуральная кожа, металлическая скоба. Логотип Timex. Давайте посмотрим на заднюю крышку. Номер модели 1854 год основания фирмы. Нержавеющая сталь. Тип батареи CR2016, водозащита 100 метров. По поводу стекла. Оно сделано вровень с корпусом, но едва заметно выпуклое. То есть буквально в смысле едва заметно. Я сейчас постараюсь показать это. То есть вот смотрите. Смотрите, как проходит свет по стеклу. Вы видите, что стекло неровное. То есть вот таким образом видно, что оно едва к краям идет немножко линзообразное. Я не очень люблю такие стекла, потому что они создают дополнительные блики. Но, не знаю, серия такая полувинтажная, поэтому дизайнеры сделали там немножко вот такую форму стекла. И теперь давайте посмотрим возможности этих часов. Кроме часовой, минутной и секундной стрелки существует два дополнительных циферблата, вернее полуциферблата, не знаю как это правильно назвать, полудуги таких, окошко даты и четвертая дополнительная стрелка. Часы с функцией хронографа Flyback. Flyback это функция, которую я сейчас продемонстрирую, как она работает. Вот эта кнопка старт. Значит, видите, сбросилась на 0 здесь, здесь. И начался отсчет вот этой стрелки. Обратите внимание, стрелка хронографа движется плавно, похоже на механические часы. То есть вот это движется дискретно шажками, это движется плавно. Ну, почти плавно, скажем так, маленькими шажками. Теперь, что такое функция flyback? Классический вариант это стоп и сброс на 0. Функция flyback позволяет нам делать вот что. Мы запустили, и в какой-то момент нам нужно перезапустить. Вот мы нажимаем сразу эту кнопку, и идет перезапуск. То есть, еще раз, давайте я покажу. Если часы дойдут до 20 секунд, то есть отсчет начинается с момента нажатия вот этой кнопки. Не тогда, когда стрелка вернется на 0, а вот с момента нажатия этой кнопки. Обратите внимание, пока она будет возвращаться, она вернется не на 0, а на то деление, которое уже прошло с момента нажатия кнопки. Смотрите. Заметили, да? Вот. Теперь о том, кому нужна такая функция. Честно говоря, я не знаю, зачем и кому нужна такая функция. Возможно, кому-то нужна, может это какая-то специфическая функция. Если вы знаете, напишите. Я не знаю, для чего предназначена функция flyback. Ну вот она существует, не знаю. Вот по этому циферблату отсчитываются минуты. Каждые 10 минут стрелка сбрасывается на 0. И отсчет продолжается. Вот на этом циферблате идет отсчет часов. Это большая редкость, потому что обычно хронографы, ну, насколько я знаю, 30-60 минут. Вот. Теперь давайте остановим. Стоп. И сброс. Теперь вот этот циферблат имеет еще дополнительную функцию. Обратите внимание, что сейчас будет происходить. Вот он перескочил. Значит, конструкторы предлагают для него вторую функцию. Вторая функция это второй часовой пояс. Если мы вытянем заводную головку в среднее положение,
Вот. Мы имеем возможность установить вот эту стрелочку маленькую, использовать ее как часовую. Мы можем остановить ее на то время, на те часы, допустим, сейчас 6 часов вечера, к примеру, мы хотим использовать время часового пояса, в котором сейчас, ну пусть 2 часа дня, то есть 14. Не забываем, что это 24-часовой формат. Что я сделал? Вот мы устанавливаем на 14. И конструкторы предлагают нам, чтобы узнать время во втором часовом поясе, вот эту стрелку использовать как часовую, но минутная остается минутной. То есть, соответственно, 14 часов 22 минуты. На самом деле, я хочу сказать, что это очень неудобно, потому что деление очень маленькие, и вряд ли будет кто-то этой функцией пользоваться. Ну, разве что, не знаю, даже как бы совсем-совсем приблизительно. Я предлагаю использовать это немножко по-другому. То есть, я предлагаю использовать это как вариант установки второго часового, не второго, а времени в 24-часовом формате. То есть устанавливаем 18 часов. Вот. Что это дает? Когда это просто дает, что мы можем посмотреть, что взглянуть и посмотреть, что вторая половина дня. То есть, как бы на самом деле мы это и так знаем, но случаи бывают разные на самом деле. Вот. И поэтому это просто индикатор часов во втором, в 24-часовом формате. Вот так я это вижу. Вот так я это вижу, так это будет, мне кажется, более читабельно, более правильно, потому что рассматривать эти деления не очень-то удобно. Что еще? Ну, естественно, есть механизм быстрой установки даты. Вот обратите внимание на эту стрелку в среднем положении. Она все время в разном положении оказывается, когда мы устанавливаем вот на этом часовом поясе какие-то новые данные, то есть новое время. Эта стрелка каждый раз в среднем положении выставляется в совершенно производном положении. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это какая-то служебная функция и стрелка, то есть или хаотично каким-то образом она оказывается в непонятном положении после нажатия кнопки, она возвращается на 0. Обратите внимание, вот эти две точки сдвоенные, и здесь они продублированы, хотя на всех остальных часовых метках точки одинарные. Вот такое дизайнерское решение. Хочу показать перевод даты. Все очень просто. Причем функция работает в оба направления. Вы видите, спокойно переводится по увеличению и по уменьшению. Ну и покажу еще служебную функцию, когда мы устанавливаем время в крайнем положении. Стрелка совершает полный оборот, и после этого можно устанавливать время. Но мы сейчас менять не будем, потому что время выставлено. Теперь хочу сказать пару слов о вот этой шкале, которая нанесена по краю циферблата. Если кто не знает, то эта шкала предназначена для замера скорости, то есть берется какой-то отмеренный участок длиной в километр и засекается время, за которое транспортное средство пройдет ровно этот километр. Соответственно, если километр проходится за 60, то есть за 1 минуту, вот за один круг за полный, то скорость 60 км в час. Если ну тут получается чуть больше, чем 55 секунд, значит 65, соответственно 70 и так далее. То есть это скорость километров в час. Просто разметка, и если вы такой скоростной, что проезжаете чуть больше километр за время чуть больше 5 секунд, значит вы достигли скорости 650 км в час, с чем я вас и поздравляю. Теперь осталось посмотреть часы на руке и посмотреть на работу подсветки Indiglo. Вот так выглядят часы на руке. Да, хотел еще добавить, что эта модель продолжает дизайнерские изыски, в которых стрелки и цвет циферблата сделаны примерно в одинаковом тоне, то есть не очень контрастные, но это такое новое модное течение у Timex. Это уже не первая модель, которая выполнена в таком стилистическом решении. Ну и теперь давайте посмотрим на подсветку. Во-первых, люминофор, ну и подсветка.
Подсветка, как всегда, великолепна, то есть никаких замечаний здесь нет. Ну и на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока. До новых видео.